Добрый день, Михаил Геннадьевич. Александр Табулчан, Вестник Кавказа. Для начала про Дым Отечества. Что происходит с российской политикой по отношению к Ирану? Мы наблюдаем какой-то разброс и шатание. То мы присоединяемся к экономическим санкциям против Исламской Республики Иран, то мы подписываем долгосрочный перспективный проект по созданию атомной электростанции в этой стране. Российской внешней политики в природе не существует. Это зверь, который науке неизвестен. Есть некоторые разговоры, которые ни в чем конкретном не заключаются. Но ситуация с Ираном отличается в корне, потому что у нас есть некоторая понятная линия. Мы, с одной стороны, не хотим из-за Ирана попадать в серьезные, так сказать, переплеты, в серьезные конфликты. Мы не хотим ссориться с Америкой из-за Ирана, поэтому С-300, скорее всего, Ирану не поставят. А с другой стороны, мы не хотим выглядеть совершенно, так сказать, продажными девками империализма, поэтому мы достроили Бушер, чтоб там ни было. А к санкциям мы присоединились, исходя из формальной логики режима нераспространения, потому что есть сомнения, есть мягкие санкции Совета Безопасности, они ничего не значат, давайте присоединимся, давайте не будем из-за них ссориться. То, что эти мягкие санкции дали моральное основание для уничтожающих санкций, которые ввели США и ввели Евросоюз, об этом наши дипломаты не подумали. Так что это есть логика, другое дело, что это логика разорванная. Помните, ситуативное реагирование. Ситуативное реагирование было, оно и осталось. Есть ли у вас какие-нибудь сведения, либо предположения о реакции наших западных партнеров Соединенных Штатов Америки по поводу запуска Бушерской АЭС? А конкретно к Бушеру никакой особой реакции нет. Они все-таки доделали это, несмотря на сопротивление. Это наше поражение. Но поскольку в повестке дня стоят более серьезные вещи, стоит война, нападение на Иран, Бушер в этом отношении роли не играет. Складывается впечатление, что развитие ядерной программы в сфере энергетики в Исламской Республике Иран неизбежно приведет к росту влияния этой страны на ближневосточном регионе. И, соответственно, неизбежно приведет к еще большему ужесточению, столкновению с государством Израиль. Так ли это? Там есть серьезные проблемы для усиления этого влияния. Дело в том, что есть национальный фактор. Иранцы не арабы. И есть религиозный фактор. Это шииты, которые сильно отличаются от суннитов, а в некоторых странах находятся в состоянии тихой гражданской войны друг с другом. А в Ираке, скажем, громкой. Так что здесь есть объективные преграды для распространения влияния, но если рассматривать арабскую улицу, то рост популярности Ирана и рост восторгов по отношению к нему вызван не тем, что у него есть там атомная электростанция или нет атомной электростанции, запустили они спутник в космос или не запустили спутник в космос, а тем, что он является суверенным государством, в отличие от многих других арабских стран, и проводит политику независимую от Соединенных Штатов Америки. Это вызывает восторг. И это, соответственно, вызывает негодование Соединенных Штатов Америки и Израиля, страх с их стороны. Это жизнь, что ж поделаешь. Это единственный конечный проект России по отношению к Ирану? Или мы можем рассчитывать, предполагать, что будут какие-то похожие альтернативные проекты на развитие, долгосрочное развитие сотрудничества, хотя бы в сфере энергетики? В сфере неядерной энергетики, я думаю, нам в Иране ловить нечего. Там достаточно жесткая конкуренция, но если совсем уже огородят Иран санкциями, тогда у нас что-то появится. В сфере атомной энергетики, я думаю, что у нас хорошие перспективы. Конечно, 20 энергоблоков, о которых грезил еще Шах, для того, чтобы это построить в такие сроки, не только наших мощностей хватит, во всем мире строителей не найдешь, и мощностей для этого не найдешь. А потихонечку строить там следующий, начать энергоблок, я думаю, мы вполне можем. И даже парочку следующих мы вполне можем. Здесь вопрос, во-первых, в том, чтобы не было войны, и, во-вторых, в том, чтобы мы имели, доступ к соответствующему количеству урана. Потому что здесь у нас тоже есть проблемы из не очень разумной политики.